Приветствую! Давайте изучим, как работает обновленный CSUse Manager версии 4. Допустим, я хочу использовать CSUse Sender. Я открываю сайт, нажимаю «Скачать». Меня перенаправляется на страницу CSUse Manager. Дело в том, что все программное обеспечение и все лицензии CSUse управляются через эту программу. Сначала мы должны установить CSUse Manager. Скачиваем его. Устанавливаем. Вот у нас появился ярлык CSUse Manager. Запускаем его. Сначала у нас запускается загрузчик, который скачивает все обновленные файлы менеджера. При первом запуске это может занять некоторое время, объем где-то порядка 180 мегабайт. При следующих запусках у нас будет происходить только проверка этих файлов, они не будут скачиваться заново. Напомню, что менеджер работает только онлайн. Вот у нас запустился, собственно, сам менеджер. Первым делом мне необходимо зарегистрироваться в программе. Не обязательно нужно запомнить свой логин и пароль. Дело в том, что если пароль еще я могу восстановить, то логин восстановить уже никаким образом невозможно. А лицензии у нас привязываются к логину. То есть, не зная свой логин, воспользоваться лицензиями тоже не получится. Я придумал логин-пароль, ставлю галочку «Входить» каждый раз автоматически и нажимаю «Зарегистрироваться». Логин успешно зарегистрирован. Теперь мне необходимо заполнить профиль. Я указываю действующий адрес электронной почты. Дело в том, что на этот адрес будут приходить письма для восстановления пароля. Для подтверждения ввожу текущий пароль и ставлю галочку, что я согласен с условиями использования. Профиль обновлен. Теперь мы можем управлять нашими программами. Устанавливаю CSUse Sender. Установлен. Попробуем запустить Sender. Мы видим, что у нас CSUse Sender версии Free. Теперь давайте посмотрим управление лицензиями. Переходим в управление лицензиями. В нашем списке лицензий нет ни одной лицензии. Давайте купим лицензию. Я хочу купить лицензию на Sender и хочу купить лицензию на 1 месяц. У нас открывается сайт ToCheckout. На нем я выбираю подходящий мне язык интерфейса и валюту, которая меня устраивает. Если у меня есть промокод, я ввожу его в это поле. Далее я обязательно заполняю логин в CSUse Manager. Сейчас эти поля существуют в переходном периоде, в дальнейшем их не будет. Ниже предлагается ввести данные карты. Но, к сожалению, напрямую принимаются только карты, выпущенные американскими банками. Поэтому рекомендую всегда использовать PayPal. Выбираю PayPal. Меня перенаправляет на сайт PayPal.
Я проверяю свои данные. Если это разовый заказ, то я не ставлю галочку автообновления. Если я хочу, чтобы автоматически лицензия продлевалась, то ставлю эту галочку. Размещаю заказ. Мы видим страницу с номером заказа. Если эта страница не возникла, то значит платеж точно не прошел. И даже если деньги были заблокированы на вашем счету PayPal, то через час, через два, через сутки они вернутся. Проверяем нашу почту. Сначала я получаю вот такое письмо. Это значит, что ToCheckout начал обрабатывать наш платеж. На подтверждение платежа уходит некоторое время. Бывает, это занимает меньше минуты, а бывает и полчаса. Ждем окончания обработки. После того, как обработка завершена, мы получаем вот такое письмо, где находится код активации. Я копирую этот код активации. Открываю снова менеджер, вписываю этот код в поле и выбираю даты, с которой будет действовать моя лицензия. Я хочу, чтобы лицензия начала действовать сегодня. Нажимаю «Добавить лицензию». Он спрашивает меня, действительно ли я хочу, чтобы лицензия начала действовать с сегодняшнего дня. Соглашаюсь. В списке лицензий появляется лицензия. Действительно, 1 месяц. Назначаю эту лицензию на этот компьютер. Мы открываем вкладку с сендером и видим, что да, есть активная лицензия. Попробуем запустить сендер. Видим, что у нас Sender Pro. Как мы видим, что у нас лицензия Pro оплачена до 8 июня и лицензия активна до 15 мая. Что такое период активности? Это то время, которое лицензия может работать офлайн. То есть при каждом запуске сендера, при наличии интернета у нас продлевается наша лицензия на указанный в менеджере период. С одной стороны, наш сендер может работать офлайн до 15 мая. С другой стороны, если этот компьютер сломался, то восстановить лицензию я смогу не раньше 15 мая. Давайте вернемся в менеджер. Наш период активности мы можем установить во вкладке «Настройки». То есть я хочу изменить, например, на 30 дней. Я изменил период активности на 30 дней. Снова запущу сендер. И я вижу, что у меня лицензия продлена уже до 7 июня. То есть до 7 июня мой может сендер работать офлайн. Если я хочу перенести лицензию на другой компьютер, я сначала должен удалить лицензию на этом компьютере, а затем назначить на другом. Вот я перенес до этого лицензию на другой компьютер, и там у меня использовался сендер. Вот мы видим, что у меня сейчас лицензия находится на компьютере Yacom Home, и там она последний раз используется 8 мая. Предположим, что компьютер Yacom Home сломался. Я не могу никаким образом удалить оттуда лицензию. В данном случае я могу на этом ноутбуке использовать экстренную лицензию. Нажимаю «Назначить экстренную лицензию», и я вижу предупреждение, что экстренная лицензия должна использоваться только в случае невозможности переноса лицензии, то есть когда компьютер у нас сломался. Дело в том, что если я назначу основную лицензию, затем назначу экстренную лицензию, а после этого у меня вдруг компьютер с основной лицензией все равно продолжит работать, то лицензия будет автоматически аннулирована. Нажимаю «Назначить экстренную лицензию». Видим, что она появилась у нас. Она горит зеленым, то есть она активна, и тип ее экстренная. Пробуем запустить сендер. У нас Sender Pro. Все нормально, мы можем работать. Еще одно существенное отличие экстренной лицензии от основной, то что у нее период годности всего 1 день. То есть
каждый день у нас компьютер должен выходить в интернет и обновлять свою лицензию. Это будет выполняться до тех пор, пока мы не восстановим основную лицензию. Вот у нас прошел период годности основной лицензии. У нас прошло 30 дней с момента последнего использования. После этого у нас появилась кнопочка «Удалить лицензию с того компьютера». Удаляем. И удаляем нашу экстренную лицензию. После этого мы назначаем основную лицензию на этот компьютер. Спасибо за внимание.